Ну что, всем бодрое утро, 4К 60 FPS, Таиланд, и я выдвигаюсь при съемке на Samsung S25 Ultra, последнее обновление, в Гонконг. И будет день полета и ночь в Гонконге. Увидите, как это дело сможет снимать. Всем добра, не забудьте подписаться на канал. Здесь еще обзор одним кадром, кстати, уже на S25 Ultra есть. Чемодан. Опа. 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 В общем, вот так. Потихонечку выдвигаемся в лифт. Ха. Съемочка. Кстати, монтировать буду на S25 Ultra. И по катушке дальше. Да, работа со светом все еще такая себе. Ультраширик. Основа. Хотя, опять же, запишет он, может быть, намного лучше, чем я вижу. Здесь, как говорится, вопрос к смартфону и к алгоритмам. Так, ну все. В такси. Вот так. Со светом, конечно, с рассеянным не нравится ему работать. Но в помещении снимает на фронталку неплохо. Напоминаю, что ничего прям супер-мега круче снимать не будет. Если вы говорите про Vivo или Oppo или еще что-то, Oppo мы уже видели, что со стабом происходит с последней серией. Посмотрите обзор одним кадром. А у Vivo он будет рисовать даже видосы. Но опять же, кому-то нравится. Для этого у вас 550 мой в том числе, чтобы выбрать, что вам больше подходит. Вот, кстати, когда в Азии горят леса, вот это вот X3, это смог. X5, то есть это не туман, это Бангкок, и это смог. X5, X10, X2, X1. То есть это не облака, это горят леса. Притом не здесь, а в Камбодже, в Лаосе. Ну и здесь, наверное, тоже чуть-чуть. Заезжаем в смог. Прям чистой воды смог. Фокусом помогаю ему. X3. Вот примерно такая беда с воздухом. Притом здесь хуже всего. В Бангкоке даже не так плохо. Поймал себя на мысли, что мне не хватает кнопки как Oppo Find X8 Pro и в iPhone 16 Pro Max, когда я снимаю для зумов. И что вот таких электронных панелей здесь просто миллиард. Когда едешь в аэропорт Бангкока. Видите самолет? X3. X3. Основа. Скажите, да, что водители не отвлекаются. Их просто безумное количество. Вот там до конца. Панели, 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 панели. Вот так стандартно обозначены авиакомпании для разных входов. И такой здесь трафик. И выползаем. Так, вытаскиваем все дела. Ультраширик. Ну что, погнали? Вот так выглядит вход в аэропорт. Притом здесь машин не так и много, просто они паркуются очень на безразличие. И поэтому так все это дело подтормаживает периодически. Ну что, летим 15:50. X3, Bangkok Airways и КЛ АЛ АЛМ туда. Вон он, X5. Сразу можно на телефоне все увидеть. Ну, смотрите, какая красота. Народ даже фоткается. Людей мало, поэтому бесплатный бизнес-класс. Все сдали. Понеслась.
Вот такие вот роликсы продаются в аэропорту Бангкока. Кому там интересно было. И такие. Кстати, по поводу роликсов. Их просто продажи здесь нет. Может, они в Японии где-нибудь есть? Или в Китае? Ну, прикольно, что их нету. И много duty-free. Много-много-много. Огромный аэропорт. Вечные очереди в Луи Виттон. Ну, сейчас, кстати, вот последних пустили. В Гуччи очереди нет. И во все остальное очереди нету. В Булгаре нету. В Диор нету. Есть только очередь из продавцов. Ну и, в общем, самое интересное, что в наличии нет только у великих и ужасных вот что значит спать 3 часа, да? Лови роликсов. То есть нет наличия у роликсов, у всех остальных, у Ив Сен-Лорана, у остальных тоже все в наличии. Кто там фанатеет от Баленсиаги? Она здесь тоже есть. Разумеется, мак. Перед вылетом с кофе. Подкрепление осуждаю. Вредно, вредно, вредно. Но зато вы видите, как можно снимать. Технически через минуту заканчивается регистрация. Я пока еще даже к выходу не дошел. Пустят, не пустят. Магия. Ваши ставки. Успел. Еще очередь здесь. Полет Гонконг продолжается. Аэропорт, конечно, просто огромный. Просто нереально огромный. Очередь очень быстро раскидывается. X3, X5, X10. Так, вот там пространство, где можно заряжать смартфоны. Снова. И здесь, вот туда, там бесплатная вода. И там уже можно будет заходить. Короче, задержка рейса уже минимум минут 20. И они еще не начали. И не планируют. И официально в аэропорту Бангкока стало жарко. До этого была всегда морозина. Видите, я даже в футболке. И народ в куртках уже почти все сняли. В самолете, может быть, и будет прохладно. Лететь почти 3 часа, но для этого надо в самолет зайти, чтобы начать лететь. Жара! Просто вообще лютая жара. Сначала думаю, что тебе безумно повезло, но нет. Ну ладно, хотя бы здесь есть дополнительная площадка. X1, X3, X1, пошире, X10. Я только что вот у этой белой девушки видел Oppo Find X8 Pro. Если вы боитесь летать, чем вы занимаетесь вот перед полетом? Правильно, я устанавливаю прошивку на Соньке. Взлет. Так, думаем, X3. Ну, как говорится, взлет. Обычно такие видосы, правда, в каких-то плохих обстоятельствах на YouTube смотрят или еще где-то. Надеюсь, это будет хорошее обстоятельство. X3, X5 и давайте-ка X10. Видите, наверное, на X5 более-менее адекватно можно снимать. Да. X3. Так, как-то нас колбасит. Колбасит обычно перед взлетом. И вроде все. Безумно боюсь летать, хотя летал раз 300. X3, X5. Вот так выглядит Бангкок с высоты птичьего полета. Смог.
еда в эконом-классе. Дешево и сердито. И кофе. В экстриме, хоть чуть-чуть. Точнее 4К 30 FPS. Экстрим. X5. Момент посадки. Счастливые 2 минуты. И с фокусом какая-то беда. X1. Все равно с фокусом беда. И X3. Не фокусируется он за... Ага. Вот так фронталка работает. Все. На месте. Сели. Холодно. Здесь уже холодно. Угнетай. Ну, все аэропорты плюс-минус похожи. Будем честны. X3. Так, 4К 30 FPS. Они настоящие, прикиньте. 4К 60 FPS. Круть. Цветы в аэропорту. Не шутя, да? Лучшая комната в аэропорту, которую я видел. Вообще грамотно все сделано. Очень грамотно. Вряд ли кому-то понадобится, но вот схема аэропорта, видите? То есть, скорее всего, да, надо ехать на ЖД. Как в очень большом количестве аэропортов Азии, здесь есть еще поезд между терминалами. X10, ультраширик. Да, пространство, конечно, огромное. То есть, вон, смотрите, сколько здесь этажей. Еще при этом. По звуку, когда едешь, ощущение, как будто он развалится. Если честно, очень похож на сингапурский поезд. А, и камера. Смотрите. Везде они, датчики дыма. Тут, кстати, с 2 терминалов собирают, даже не с одного. Мне кажется, что мне скажут, что я без пуховика и не пустят в Гонконг. Потому что здесь холодно, по сути. Температурная проверка, кстати, еще работает здесь. Ха. Вот так вот. И вот там уже идут. Угу. Так, по сути, здесь даже ничего не надо заполнять, прикиньте. Так интересно. Ну, наверное, процентов 90 тех, кто прилетел, забежало как местные. А от неместных совсем чуть-чуть. Вот как мне добраться до отеля. 27 минут на такси. Короче, супер быстрая миграшка, буквально доли секунд. Они пробивают все, по сути, по базе. Ну, я там смотрел галочки, тык-тык-тык-тык-тык, и тебя пропускают. Вообще ничего не спрашивают. Абсолютно все равно, зачем я сюда прилетел. И похоже на Бангкок по выдаче. Поскромнее, наверное, поменьше. Вы смотрите, сколько камер. Ха. Только вышел и сразу чемодан на ленте. Ха-ха-ха. У него, кстати, шортс был на канале, так что можете посмотреть. Вот так. Там, кстати, реклама. Сейчас должна сфокусироваться. Honor Magic V3 и еще Magic 7 какой-то там Pro. То есть реклама прям тебя встречает здесь. Не на Samsung, не на Яблоко, а на Honor де-факто. Информация для туристов там на Train Tickets. И сразу обменник. О, еще телефон есть. Сразу встречает самолет подвешенный. Вот в Сингапуре есть настоящий водопад, а здесь есть вот такой с ЖК-панелей. Их ответ Сингапуру. Цвета передаются максимально отвратно и ненатурально, но ничего удивительного, потому что... опять же, это типа объемные. Но нет ощущения, если честно, прям объема. Ощущение, как будто это дешевая картинка. Вот. Родной 7-Eleven. Ну и вот здесь, разумеется, все фотографируются с Мишуткой. Завтра 14-е. И 7-Eleven. X5. Ажиотаж. Ну вот теперь я верю. Huawei Mate X6 здесь рекламируют. Вот и он. Короче, вот там X3, X5 симметричный водопад, только с другой стороны. Ультраширик не такой, кстати, огромный аэропорт, кажется, но камер здесь 500 миллиардов штук просто. Вот они делают безумно удобные вещи. Их ждет, и вот
Он может просто смотреть на камерах, кто откуда выходит. 2 выхода и палить, чтобы, ну, искать знакомых, кого они ждут. Очень удобно, безумно прям. Может быть, где-то кто-то видел, напишите. Так, курс примерно 1 к 12, вот такая вот еда. Может считать к 15, в общем, 300 рублей. Как говорится, переводите в рубли. По 12, по 15. Кофе. 4К 60 FPS. Кофе. Прямо в магазинчике. Ну, в итоге там 200 рублей. Ну, не 200. Ладно, 150. Короче, здесь есть еще вот этот экран. Он тоже а-ля 3D, но нет ощущения 3D. Но у вас он, может, и есть ощущение. Ну вот, метро, Fastest Link City. Холодно, триндец. Электроширик, вот так кто-то там сидит. Вот так выглядит поезд в город. При том, что как бы, тут 550 тысяч раз в минуту он выпускает. Красиво очень, но темно. Так, получается всего 3 станции. И Prepare SIM карт пока глючит, не активируется. Предоплаченная симка. Короче, подключился к сотовому оператору. Каким образом? Там написано было Wi-Fi не подключать. Без включенного Wi-Fi не включался. И было написано для фотографии использовать. Нужно было использовать одну. В общем, не всегда доверяем инструкции. Нечего ее читать. Все, интернет есть. Понадобилось, правда, минут 15. Такси. Скорее всего, по счетчику. Расскажу, какой космос стоит. Да, вот так. Современно все. Вау. Так, ну уровень безопасности 0 здесь. Вообще. Я не знаю, какого 65-го года, наверное, такси. Одно могу сказать. Мне было в самолете, по сути, менее страшно, чем на этой машине. Вообще жесть. Не знаю, как она едет. Звуки, как будто она развалится сейчас. За посадку, кстати, 30 сразу берется гонконгских долларов. То есть 1000 рублей. Только сел. Было бы круче, конечно, вот на таком такси ехать, но это тоже неплохо. Да, выглядит, конечно, не все лакшери. Точнее, вообще большинство не лакшери. Никак. Даже ночью. И вот так, X3, фонтанчики, X6. О! Так, отель. Скромненько. Электроширик. Кстати, для протокола даже в лобби довольно холодно. X5, X10. Ну что, лифт. 4 штуки. Довольно скромненько после Бангкока. Все, через кей-карт. 15 этаж. Все в огне. И фронталка. Стоит переключаться может. Ладно, беру слова свои обратно. Это уж прям величие. Ёшки. Ёшки. 15:01. Самый последний. В ту сторону, по сути. Нет, это exit. Это 0.6, это 0.5. Нет. Ха-ха-ха. Эпичный фейл. We love to care. Это что значит? Закрыто? Так, магия. Ёшки. Ёшки. Он даже не супер маленький. Ха. Обломитесь, все хейтеры этих великих и ужасных гонконговских тем. Во. Все в огне. Нормальные тут номера. И бидон. Основа. Живем. Живем же ж. Вот этот лифт поинтереснее, чем прошлый. Электроширик.
Так, это в лобби лифт, это в лобби. Что это за штука, я не знаю. Человек вот там ее управляет. Наверное, таким образом меняют что-то. Но я боюсь. Прикольно. Ночью можно, наверное. Когда еще? Понеслась. Гонконг ночью. Вот на таком такси я ехал. Вот, кстати, отель снаружи. Как выглядит. Айкон. Все еще ультраширик. Короче, это микс Бангкока, Токио и Куала-Лумпура. По ощущениям пока. Потому что пешеходники примерно такие же, как в Куала-Лумпуре. Но улица, в отличие от Бангкока, довольно широкие, пешеходная. Очень много пока лакшери. Видите, тут даже камеры есть в лифтах. То есть прям такое. Ну, круче, чем там движ. Круче, чем в Токио однозначно. Пока. И круче, чем в Сингапуре пока. Прям движ здесь. Вот такая вот площадь. Ультраширик. Да, масштаб. Я говорю, самое прикольное ощущение, то что здесь есть ощущение, что здесь прям движ. Я сейчас в барах видел людей, в кафешках. Во Вьетнаме, наверное, только в это время столько же людей. Но во Вьетнам никто, кстати, не летел. Я видел самолет, он был пустой. И все прям по фэншую. Да, может, не в идеальном состоянии, но точно не в плохом. Ультраширик, вот это вот аллея славы. Кого и там Брюса Ли, чему это, я не знаю, но нам важно, как отрабатывает 25 ультра. И пока он, как говорится, отрабатывает. Даже на ультраширике это основа. Здесь продают еду. Хочу отметить в пол первого ночи. И не только еду, кстати. Вот почему везде вот такие изваяния, символы, и ты потом гуглишь, что это значит. Может быть, что-то... Будем считать, что это якорь. Там вот супер фешемебельные рестики. Только что наблюдал, как персонал заканчивал работу вот в том ресторане и накатывал винишко, оставшееся, по сути, недобитое кем-то. Ну хорошо, значит, оно не остается следующим посетителям, а новое откупоривается. Ну, наконец, памятник Чебурашке, наверное. Ультраширик очень похож на Чебурашку. Давайте в 4К 30. Я могу вспышку включить. В общем, надеюсь, что это про Чебурашку. Очень подозрительно, но здесь хочется все снимать. Даже вот эти вот капсульные кондики, отели. Они не такие супер маленькие, как показывают. Но они точно не супер дешевые. Так, ну что, статуя Брюса Ли на фоне Старбакса. Или Старбакс на фоне статуи. Фанаты. Она просто в человеческий рост, чуть-чуть, может быть, больше. И все. Я чего-то другого, конечно, ожидал. Но тоже интересно. Главное, как говорится, есть. И здесь водное такси завтра еще будет. Так, ультраширик. И рядом со статуей Брюса Ли это вот дама. Анита, дочь Гонконга. Анита Муи. Профессор Као Чон Эн, скульптор. Интересно. Так, и вот такая статуя еще. Кто-то очень любит такой чай. Ценники. 88 гонконгских долларов.
Все по фэншую. И вон народ работает по уборке. Короче, всю ночь вот это вот они делают. Получается везде. Уборка. Ремонты. Текущий ремонт, назовем это так. Нормальный движ. Морозная свежесть. Вот такие есть автоматы с напитками. Не особо выбор, кстати. Вот такие вот. Здесь есть статуи. Кинематографу. Только не хватает оператора. Звукорежиссер есть. Постановщик света тоже, а оператора нет. Помните блогеров, которые любят уличные туалеты? В Японии он хуже. Это общественный туалет, если что, бесплатный. То, что я был в Токио, он рядом не был с обычным вот таким. Опять же, это не во всем Китае такая тема, но вот получается в Гонконге вот так. Всем любителям туалетов посвящается. Короче, час ночи, час 03, миссия выполнена. 7-Eleven найден. X5, X1. И вот такие вот красоты здесь. Почему-то неон выключен. Наверное, чтобы народу не мешать спать. А, и Starbucks здесь. О. Обожаю этот ночной движ. И не потому, что люди работают, а потому, что это движ. То есть люди что-то там суетят ночью. Это очень круто. Очень круто. Вот смотрите, здесь есть помимо этого еще и карта для слепых или слабовидящих. То чувство, когда работяги ходят с последними айфонами. Вот так вот оно и бывает. Кстати, это не про то, я тогда, когда, получается, в охране работал, тоже последние смарты покупал. К тому, что будь то и грузчиком тоже я последние смарты покупал. Смарт не показатель, короче, твоей профессии и профпригодности. Это просто показатель дохода. Как говорят, таксисты и курьеры сейчас получают больше, чем некоторые топ-менеджеры. И так оно и есть. Это фронталка. Это основа. Вот такой вот Боревич. Народ отдыхает. X3. Что, день второй дополнительный. Что все-таки неинтересно с одним днем снимать. Это X3. Ультраширик. Бодрое утро. Гонконг. Штатный смог. Основа. X3. X5. X10. Еще раз основа. Прям движ. Как и ночной. Ну что, пошли завтракать. Так, ну что, как говорится, завтрак. Вот это прикольно. Отклеивается, получается, когда ты заходишь. Урбанизм. Кто еще любит вот такие штуки? Что 550 тысяч зданий на квадратном километре. И еще раз доброе утро. Опа, лифт. Ха. Успел. Так, едем на завтрак. Маркет. Вот там должна быть еда. Вот это вот дело я с утра и видел. Точнее, ночью. Это сразу реклама. Там какая-то тусовка. Вот драконий фрукт. Прикольно. Всего чего. Много русских. Да, вроде в Токио мы останавливались в крутом месте. Но этот прям по объемам огромный. Просто. Йогурты, фрукты. Еда.
топ-10 гонконгской еды и завтраки. Вообще как-то даже есть не особо хочется. Это старость. Я понял, если бы в Японии, там где я был, было бы столько еды, оттуда бы люди не уходили. Нормально. Вот кофемашина там, X3. На улице никто не сидит, холодно. Здесь вот такие вот китайские штуки всякие. Так, ну что, еда. Наверное, это самое удачное вообще место по завтраку, которое вообще приобретал. Если лететь будете куда-то, вот здесь однозначно надо брать. Так, для рефлексов значений беру с собой Sony FX3 и буду рассказывать вам. Точнее, сможете потом сравнить, как что снимает. Много такси, рассеянного света. И вот он, Гонконг. И, кстати, очень много детских площадок. Но детей не видно, но площадок много. Дети, наверное, в садиках и школах. Ну что, первое ощущение от дневного Гонконга. Очень много людей курит. Прохладно. Но опять же, для февраля, как говорится, все относительно. И рассеянный свет. Я не знаю, как они ходят здесь без солнцезащитных очков. Но вот тяжело без них. Зато видите, все по фэншую. То есть это вроде не туристический супергород. А здесь в основном живут, а все равно все ухожено. Даже здесь клумбочки маленькие. Смотрите, видите, даже указано, что штраф за курение 1500 гонконгских долларов. Кстати, полицейских я пока не видел за весь день. И камер здесь прям не так много, как в Куала-Лумпуре именно на улицах. Но опять же, это может быть мое заблуждение. Они напиханы в каких-то местах, что я их просто не вижу. И все. Ну что, стою в очереди. Потом здесь автобусы вот все пустые, кроме моего. И вот так выглядит автобус. Яхта. Много-много яхт в Гонконге. Все здесь находится очень близко. Маки, конечно, вообще здесь отдельное произведение искусства. В маленьких, больших местах. Везде. По-разному. И архитектурно, и логистически. Вот такой он Гонконг. Не все лакшери. Вон краны можно. Можно сразу ключи сделать, розетки. Какая-то реклама чего-то. Фрукты. Прямо на улице. Зубная клиника. Бешеное количество всяких кафешек. Вот так сушат вещи. X5. Ультраширик. Вот это обычный автобус, не экскурсионный. Второй этаж. Основа. X5. X10. X1. И вот посмотрите, какие трамвайчики ходят. Один за одним, кстати. Раз, два, и до этого еще было 3. И здесь трамвай проходит. И там еще 2. Поездка 12 гонконгских долларов. То есть это не дешево, кстати. Это 150 рублей автобус. Но зато вид какой.
маленькая экскурсия. World Force. Скорее всего, деньги так возят. Да, ощущение на втором этаже в автобусе, как будто на американских горках катаешься. Постоянно вверх-вниз. И бешеное количество остановок. Каждый, наверное, метров 300. Ультраширик, ну, вот детских площадок, вот таких просто море здесь. Просто море. Бешеное количество, притом так же, как и волейбольных, футбольных. Днем не особо много людей там, но главное не есть. И все, как говорится, маленькое гетто. Всего чего. Умножаем на 12 всю еду. О, рынок. Вот она. Аутентичность Китая. Реализм, как говорится. Самый шик, ультраширик, вот здесь джунгли, а сюда разворачиваешься. Здесь супер плотная застройка. Окна в окна. Ультраширик. Вот так. Много народу уже видел, который приходит сюда и фоткают. Вот смотрите, вот здесь, вот в такие моменты нужен ультраширик. Потому что эпичность зашкаливает только когда ты ультрашириком снимаешь. Пожалуйста, не трогать. И не будем. X5. Это постоянный движ здесь такой. Даже получается в 12:30 людей море. Если еда в Азии популярна, за ней стоит очередь. Допустим, вот другая еда, здесь очереди нет. Основа, если что, это цены на местные квартиры. Еда. И вот этот волшебный павильон. Здесь вот все по 9 квадратов, я так понимаю. Ультраширик. Любимый инстаграмный дом. Так, вот это вот супер популярный дом Монстр. X1, X3. Социальное жилье с довольно низким ценником и маленькими квадратами. В общем, я не понимаю, почему он супер популярен в Инстаграме, но запрещенная сеть. И много где еще. Но вот так. X10. Можете рассмотреть квартирки. Они здесь супер-супер маленькие. По идее. Хотя он супер популярен у всех. То есть вот основная масса людей приходит сюда, чтобы фоткаться. Хотя я все равно не совсем это понимаю дело, но имеет право на жизнь, как говорится. Основа. Трамвай. Ультраширик. Вот так. Очень так прикольно. Как в нашем, только двухэтажный. Прикиньте, здесь даже окна открываются. То есть можно закрывать в трамвае окна и открывать в трамвае окна. Короче, забираю свои слова обратно, народ играет даже под дождем здесь. Короче, по энергозатратам это аналог Москвы, потому что 2 часа дня, и я уже вообще никакой. Такой движ здесь просто. Лютейший. Так, а вот здесь General Post Office. То есть здесь почта главная. X3 и офис напротив. Почти весь народ здесь с роликсами вот в этой штуке. Кто заходил. Такие приколюхи есть в Старбаксе.
Тут большие кружки, у меня места уже нет. Яблочный сок. Все умножаем на 12. Вкусняхи. Первый раз вижу такую штуку под зонты, чтобы сушить их. Так, ну что, мне осталось 8% заряда. Очень неразумно с моей стороны было не заряжать. S25. Walk-in ticket. Карнивал. И вот она. Эпичность. Прямо эпичность. Очень круто выглядит все. Ультраширик. Еще видите, на кольце ЖК, экранчики, пирс, народ бегает. Вау, вау, вау. Очень круто. Так, в общем, пирс. И я понял, почему он разряжается. Я часто забываю его выключить. Ну, еще по 30 секунд хватит подсъема. В целом огромный мегаполис на малое количество, на малой площади. И по большому счету его за неделю вообще можно пешком пройти спокойненько. Но давит, как мегаполис прям давит. И кому-то нравится. В общем, если вам нравится подобное, S25 Ultra, кстати, быстро разряжается все-таки, то при съемке, то очень даже ничего. Как вам? Выкручивает контраст у облаков капитально, то есть я здесь вижу просто белину, а он вам рисует облака. Ну, вот то же самое касается... Нет, фронталка получше чуть-чуть. На фронталке меньше рисует. Вот так это выглядит, как сейчас он показывает. Вот тут первый маркер центральный. И он был переделан. Вот так выглядит храм. Традиционный китайский. Мы таких много видели. Но вот такие вот штуки, когда деревья прям вот так растут из стены и нависают над дорогой, выглядит и эпично, и страшно, но круто. Таких улочек миллиарды здесь. Ну что, день второй в Гонконге, и по ощущениям троллинг шаттер. По ощущениям S25 Ultra не хватает на весь день съемок и фотографий. То есть сейчас 6 часов вечера, мне пришлось его заново зарядить на 100%. И это учитывая, что я эксплуатировал больше iPhone, еще S25 Plus. И понятно, что вроде я не вылезаю со смартфонов. Но вот они реальные варианты использования, если ты куда-то едешь. Вам вполне возможно этого дела хватит, но если вы занимаетесь каким-то видом блогерства или записываете что-то, то имейте в виду, что вам нужна банка с собой однозначно, хотя бы как банк. Вот так в лифте сможете снимать на него, или лучше не снимать. Разумеется, никакие смартфоны идеально снимать ничего подобного не будут, но теперь вы можете прикидывать, вот. И, кстати, можете, не знаю, допустим, освещение дополнительное покупать к нему. Чтобы было интереснее, я наделал на него фотографий и делал фотографии также на Sony FX3. И вы можете сравнить как раз на него, на Sony FX3, на Samsung S25 Plus. И S25 я буду послезавтра гонять. Плюс-минус, как в одинаковых условиях они будут отрабатывать. Здесь постоянный туман. В каком-то смысле еще, наверное, смог, прохладненько, камеры не потеют. И в целом базу я вам рассказал. Ваше дело, как говорится, оценить и решить, что для вас может быть лучше. Ну что, продолжение 14 февраля. Вовремя я решил, да, снимать всякие темы на S25 Ultra. Вот так примерно вы сможете снимать ночью. Набережная, но уже не глубокая ночь, как вчера. Смотрите, квадрокоптер летит. Сейчас вроде бы их юзать нельзя. Но, наверное, у кого-то есть еще разрешение. Ультраширик.
Вот так. Ночью на набережной. Нужно руку вытягивать, конечно, сильно. Мне кажется, что не особо будет удобно вам снимать себя, если вы ростом ниже, чем 1,75 м, наверное. То есть у меня 1,82 м, руки длинные относительно. И очень сильно надо вытягивать, чтобы комфортно снимать себя на фронталку. Вот такие статуэтки здесь на аллее продаются. Я уже показывал вам их. Но, как говорят, да, Гонконг не особо Китай. Хотя это Китай с 97-го года на 100%. Ультраширик. В этот ТЦ не пойду, здесь человеческих брендов нету. Вроде бы. Вот такие здесь бывают сейшены. Место, в котором тебе кажется, что ты не к месту. Ну, это про меня. Интересно, здесь есть человеческие бренды? Мне кажется, нет. О, Кензо. Уже хоть что-то. Я надеялся, со второго этажа будет бренды более-менее, но нет. Нет. X5, X3, X1. Интересно, а попроще оно когда-нибудь начнется здесь, нет? В каком моменте времени? О, чай. Я могу позволить себе чай. Ну, наконец-то, что-то на нашем языке. Predator, Five Guys. Игрушки. О. Главное, как говорится, умножая на 12, не расстраиваться. Просто умножаем на 12. Ну что, крутой арт здесь, посвященный, мне кажется, не у всех влюбленных. Ультраширики, мини-бонус, адики, новая коллекция. Если будете видеть где-то там в неофишал магазинах, будете знать, что должно продаваться. Основа X3. И вот так. И, конечно же, еда. И, конечно же, Sony. Puma нам не интересно, а вот Sony нам интересно. Умножайте на 12 и получите реальный ценник. Шестых нету, интересно, еще. Вот. Дистикал. Оптика. О, у них еще плееры есть, прикиньте. Пятые. Прямо в магазине дешевле, чем много где. И плойка. Мне кажется, у нас дешевле. Ну, все дешевле. Оптика. О, да. Такая штука у меня есть. Надо мне вот такую. Такая штука есть, типа золотой шар. Угу. Для арта. Вот снаружи как выглядит этот шар. Вот как снизу инсталляция это выглядит. Ультраширик. Так, пошел секундомер для шоу. Напоминаю, что это X10, Гонконг, X5, X3, X1. И вот там народ стоит на лодках и смотрит.
основа. 哦，有看到了，那儿变化 Понеслась. 的。 Сердечко. おお、你看呢？ И музей искусств гонконгский. Точнее, это Гонконгский музей космоса. Ошибочка вышла. Видите, здесь рядом Гонконгский музей искусства. Вот отсюда, если идти туда. Народ здесь сфоткается. Расширит. Вот такой вот ТЦ. Ну, опять же, торговые центры везде. И у нас тоже есть под замки. И этот под замок. Что только не придумают, чтобы заманить, чтобы что-то потом продать. Выглядит красиво. Это ультраширик, к слову, разумеется. Основа. Вот такой вот квест. Хочешь попасть в ТЦ? Давай на башню пешком. Ультраширик. Что тут еще и очередь, что ли? Нет, вроде. Нет, я был неправ. Здесь еще и инсталляция. Вот такие здесь контрасты. Хотя это дорогой район. И вот здесь еще можно понаблюдать за механизмом. Таймбол Tower. И здесь подниматься надо. В общем, что угодно, только чтобы делали спорт, да? Вот так это дело выглядит. Главное, как говорится, не трогать. Короче, все это дичь. Я не нашел просто эскалатор. Так можно было подняться вот так. Хотите себя почувствовать не очень хорошим отцом или матерью? Пол Лорен, детский. Дальше Томми Хилфингер. Ну, может, кто-то и может такой купить, полностью одеть, но это прям очень серьезную копеечку. Детский Дочи Габбана, у него же язык. И детский Гуччи. Ну и, разумеется, детский Фенди, Армани. Вон там X3. И дальше я не пойду себя расстраивать. Ночью включились огни. На фотках, кстати, он дорисовывает цвета. Может, и здесь дорисует что-то. В плане того, что на фотках белена. Но когда сохраняешь, вот такие цвета, как сейчас на телевик X3, X5, X10. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто на, собственно, сам девайс. Он может снимать и в 4К 120 FPS, но я снимал все в 4К 60, потому что только так вы можете его воспроизвести на YouTube. Куски эти фотографии можете скачать с моей личной телеги, я закинул туда исходники. Хотя мораль вообще всей истории всего этого ролика в том, что я уже делал кружки в своей ТГ, что на день вам при съемке на видео и фото, скорее всего, не хватит. Вот так он примерно сможет снимать какие-то виды на ультраширик, на основу, на телевики. Насколько хорошо или плохо решать вам. Если хотите, чтобы я продолжал, когда я куда-то там летаю, брать смартфоны, пишите. Я и в Малайзии снимал, и в Вьетнаме, еще много где.
Плюс не забываем, что здесь еще есть обзор одним кадром, это где я рассказываю о девайсе, собственно, снимая на него. Помимо этого на S25 Plus, разумеется, будет подобный обзор, также с Гонконга. Также будет подобный обзор, скорее всего, на S25. Тоже от Samsung ничего особо не поменялось даже с 23 линейки. Посмотрите, до 23 подобные обзоры были. Пишите, чтобы я продолжал, и тогда я буду брать эти смарты и продолжать такие мини-экскурсии. Есть ли смысл лететь в Гонконг? Да, на трое суток есть. Девайсу 24, 23, 22 линейки однозначно да. Когда 25 будет также стоить, тоже да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Хотите помочь проекту, подписывайтесь на ТГ скидок. Добра и удачи вам, дорогие друзья.